how is every day do we feel that we are progressing a little more in Krishna consciousness through the japa? Есть ли у вас ощущение, что благодаря чтению джапы вы каждый день хотя бы немного, но прогрессируете? If we want, then we can. Если вы захотите, то у вас будет, вы сможете это сделать. The only difficulty is we should be convinced that we want it very much. Самое главное, чтобы была убежденность и сильное желание. And we have to do it along with others so that our determination becomes stronger. Кроме того, лучше всего читать джапу вместе с другими, чтобы наша решимость крепла. And we need to discuss about our realization so that we become, more eager to improve our japa. Мы должны делиться своими впечатлениями о джапе. Это будет усиливать у нас желание ее читать. Because then we'll not be disturbed by anything. Anything unpleasant comes, somebody says nasty words, but then we just chant. We don't fight back. И тогда, если с нами будет что-то происходить нехорошее, кто-то будет нас оскорблять, мы не будем реагировать, а будем просто сосредоточены на святом имени. We can be very assertive also, but it will be in a very Krishna conscious way, not out of frustration. Или мы можем как-то реагировать, но это будет уже вызвано не разочарованием, а будет такая реакция в сознании Кришны. And so from this material attachment, we are very, very attached to material things. From there, we have to withdraw the mind and put it on Krishna, and that's the greatest battle. Что касается материальных привязанностей, а мы привязаны к очень многим материальным вещам, самая большая сложность заключается в том, чтобы отвлечь ум от них и перенаправить его на Кришну. After the gross attachments, then there are subtle attachments. Сначала мы избавляемся от грубых материальных привязанностей, потом от тонких. I think it was Vishwanath Chakravarti Thakur who said, how the symptom of first japa is when you are really, the perfection of japa is when you can see the Supreme Lord face to face. По-моему, Вишванат Чакраварти Такур говорил, что совершенство джапы – это увидеть Господа лицом к лицу. And judged by that, we are far away from perfection. Если по этому критерию судить, мы, похоже, бесконечно далеки от совершенства. So we have to, and all the problems are there in our life only to push us, to go closer to Krishna. Все проблемы, которые у нас случаются в жизни, имеют единственную цель – подтолкнуть нас ближе к Кришне. So instead of getting upset about the problems and sitting and worrying about them, we should do the purpose for which the problems arose. Поэтому, чем сидеть и сокрушаться из-за проблем, лучше решить ту причину, по которой вообще эти проблемы у нас возникают. Then Krishna will solve our problems very fast. Тогда Кришна сам очень быстро эти проблемы наши решит. Because when we love Krishna, we don't need problems. We are always happy, and we are only thinking of Krishna. So we don't need the problems. Krishna won't give the problems. Если мы любим Кришну, если мы сосредоточены на нем, то у нас зачем нам посылать проблемы? У нас так будет все хорошо, мы будем счастливы. And that's why japa is so important. Вот почему джапа имеет такую большую важность. If we want all the people to advance very quickly, then we must get them all to come together and do japa. Если мы хотим, чтобы преданные очень быстро духовно развивались, нужно собирать их вместе и вместе читать джапу. And also to have some japa marathons or japa workshops where at least, for a few hours, everyone chants, and then there is some little, seminars on the importance of japa. Также проводить джапа-марафоны, когда все собираются вместе, читают несколько часов, и небольшая теоретическая часть, где рассказывается о важности джапы.
Because all our spiritual advancement happens only because of japa, the fundamental, important. Если у нас есть какое-то духовное развитие, то оно исключительно благодаря джапе происходит. Это фундамент нашей духовной жизни. Any questions or comments? Если у вас какие-то вопросы или комментарии. Можете рассказать немного вот о том, как у вас джапа читается в общине, например, Падмини. Could you please tell a few words about how do you chant japa in your community? Вы часто говорите о важности воспевания святого имени, ну, даже хотя бы по скайпу вместе, ну, или там по зуму, там как-то, может быть, поделитесь. You often mention about the importance of congregational chanting on Zoom or on Skype. Maybe you can share some thoughts about this. Что это вам дает, может быть? What do you get from that? Спасибо. Thank you. Okay. So every morning, devotees come together to chant on Zoom. Нас каждое утро читают вместе джапу в Zoom. And definitely because then, because you know at this particular time, we have to keep the Zoom open. I mean, everybody is coming. So you become very, very, first of all, very systematic in your japa time. У нас есть интервал времени. Все преданные знают, когда мы читаем джапу. Тут самое главное, чтобы Zoom был включен. И это развивает такое качество, как регулярность. То, что все знают, что в это время читается джапа. And secondly, because you hear the sound, everyone is chanting very, seriously, then your mind also is less disturbed. You're thinking about the holy names. И второй момент, почему важно это вместе делать, вы слышите, как другие читают джапу, и вы становитесь более серьезны, ваш ум меньше отвлекается. And those who are new devotees, they increase their rounds very quickly. Если начинающие преданные в этом участвуют, они очень быстро наращивают свои круги. From 1 to 16, in a very short time, they'll come. Рост от 1 до 16 кругов проходит очень стремительно. And for even initiated devotees, chanting together helps in the quality. The mind becomes more focused. И для инициированных преданных, даже для них хорошо вместе читать джапу, ее качество повышается, ум становится более концентрированным. And definitely it helps us in, in our spiritual life. And every day, if you, pray to Krishna, then every day a little more attachment to Krishna and little less attached to material life keeps happening. Вообще качество духовной жизни повышается. Если молиться об этом, то каждый день наша привязанность к Кришне будет хоть на чуть-чуть, но увеличиваться, а привязанность к материальному миру хотя бы чуть-чуть уменьшаться. And we will find that, we are enjoying japa instead of just trying to, somehow finish it off. But rather you enjoy and then you think, oh, it's over already. В какой-то момент вы заметите, что чтение джапы перестало быть борьбой, и вы начали получать наслаждение. Раз, и вы вдруг замечаете, а джапа такая уже закончилась. And we also, everybody, I mean, all the, from time to time, even the japa marathons are very nice to inspire people about, what are the things, how to make them serious in japa. Поэтому хорошо время от времени проводить джап-марафоны, чтобы все поняли важность джапы. And along with that, we have the Siksha program. So then it's very good. Then people, quickly they increase their rounds and then take the certificate. Потом у нас есть программа Шикши. Она тоже очень помогает начинающим преданным наращивать круги, получать дипломы. And in the beginning, when Bhakti Viksha was just started in Russia, so that time, people were following all these things very seriously. Japa marathon and Siksha program and so on. На заре Бхакти-Викши в России вот этим вещам очень так строго следовали джапа-марафоны, программа Шикша. And so many devotees used to say,
that I'm doing Chittiri rounds and following all Chittiri principles. With 4 rounds only, they were so good that they got such a taste that they gave up all the bad habits. И не раз преданные говорили, я читаю 4 круга, я соблюдаю 4 принципа. То есть даже 4 кругов, вдохновение 4 кругов было достаточно, чтобы всему следовать. And that was really amazing, because before we started, the Bhakti Vriksha devotees were saying, no, it's very difficult to follow 4 regulative principles and so on in Russia. Это было поразительно, потому что до того, как началась Бхакти Врикша, в России преданные говорили, ну как это вот насчет начинающих преданные следовали всем принципам, это практически невозможно. But because by chanting together and hearing, doing everything properly, even with 4 rounds, they got so much taste that they were ready to, give up all their bad habits. Поскольку преданные вместе повторяли джапу и всему следовали, это давало им такую силу, что даже на уровне 4 кругов они отказывались от дурных привычек. And in the beginning, people need a little push, you need to ask them, why didn't you come today for japa? What happened? Вначале, кроме того, нужно так немного подталкивать людей в этом направлении. Если кто-то на джапу не пришел, спросить, а что у тебя случилось, почему тебя не было на джапе? Or we can ask them, if they find it difficult to get up, shall I call you up? And so on. Если человеку трудно проснуться вовремя, можно предложить ему, давай я позвоню тебе, разбужу тебя. Then they feel very touched. Okay, I'm getting they're taking so much trouble for me, and then they feel more serious about coming and chanting. Очень трогательно звучит. Человек думает, как заботу обо мне какую проявляют, и начинает относиться к джапе более серьезно. And even people who are just chanting 1 round, within a matter of week, they are chanting for 1.5 hours. So, they increase their rounds drastically. И даже те, кто до этого, может быть, круг читали, уже через неделю, час или полтора читают джапу, то есть рост на лицо. And we see the change in their consciousness dramatically. И мы видим драматические изменения в их сознании. Before, full of ego and, very proud. Раньше у них было огромное эго, огромная гордыня. And after chanting more rounds like this, they become so humble and very well-behaved. Когда они увеличивают круги, они становятся смиренными и ведут себя очень хорошо.